В этом мастер-классе я предлагаю связать вот такую стильную балаклаву из бабушкиных квадратов крючком. В прошлом уроке я показывала, как вязать такие квадраты. Вы видите сейчас ссылку на экране. Пожалуйста, переходите сначала туда и вяжите 12 таких квадратов, а затем возвращайтесь обратно, и мы вместе свяжем из них вот такую стильную балаклаву. Или капюшон, или капор, как вам нравится. Ну что, вернулись? Тогда давайте начинать. Итак, для нашей будущей балаклавы нам необходимо связать 12 таких квадратов. Каждый квадрат у меня примерно 10 на 10 сантиметров. И он имеет на каждой стороне по 19 петель. Квадраты нам необходимо разложить вот таким образом. И теперь нам необходимо все эти квадраты соединить между собой. Как мы это будем делать? Мы сошьем с вами вот здесь, затем вот здесь, и затем вот эти два края, здесь и здесь. Метод сшивания квадратов очень прост. Мы находим первую и последнюю петлю каждого квадратика. Мы видим, что на нашем квадрате есть угол, состоящий из двух петель. Одна петля угла уходит на одну сторону, вторая петля уходит на другую сторону. За каждую петлю по стороне мы должны будем сцепить наш шов. Для этого мы берем крючок и берем сначала правый квадрат, вставляем крючок в первую петлю, затем берем левый квадрат и вставляем крючок, то же самое вот сюда в первую петлю угла. Вот она, за заднюю стенку петли. Теперь захватываем рабочую нитку, оставив небольшой кончик, и продеваем через 2 петли сразу. Кончик мы потом спрячем в самом конце, он нам не нужен. И теперь повторяем наши действия. Вставляем крючок в следующую петлю правого квадрата. Теперь вставляем крючок в следующую петлю левого квадрата. Обратите внимание, у нас 3 петли на крючке. Теперь мы захватываем рабочую нить и продеваем через все петли с крючка. И вот мы с вами дошли до последней петли на стороне квадрата. Заканчиваем здесь шов. Он у нас получился очень ровный и аккуратный. И дальше берем следующие квадраты, присоединяем их и продолжаем сшивать. Итак, вы продолжаете провязывать квадраты, присоединяете новые квадраты и продолжаете шов. Когда нам нужно будет соединить вот здесь, у нас здесь есть место стыка. И сейчас я покажу, как нам это место стыка пройти красиво. Первым делом держите рабочую нить под полотном и вяжите рабочей ниткой, вытянув вот такую петлю. Обратите внимание, я уже дошла до последней петли на стороне квадрата, делаю последний шов. Здесь немножечко неудобно. Захватили рабочую нитку и продели через все 3 петли с крючка. А теперь можно вытянуть рабочую ниточку вот сюда
Здесь нам уже эта петелька не нужна, все, мы ее вытягиваем. И сейчас будет все сильно удобней. Как нам пройти вот это соединение? Мы просто делаем один стежок воздушной петли. Захватили рабочую ниточку и вытянули. Все, у нас здесь получилось вот такое аккуратное пересечение. Смотрите, какая красота у нас уже получилась. Мы с вами должны выбрать, где у нас будет верх, где у нас будет низ. И после того, как мы уже определились, нам нужно обшить край, чтобы не было вот этих вот ямочек. Для этого мы находим с вами любое место, неважно, откуда вы будете начинать обшивать. Ну, давайте, например, вот с этого угла. Я просто присоединяю нитку. Кончик я буду прикладывать к краю и прятать его в вязание. Теперь делаю 2 воздушных петли. Это наш будет столбик подъема. И теперь я нахожу следующую петлю, вот она, и сюда я буду сейчас провязывать по краю первого своего квадрата полустолбики с накидом. Для этого я делаю накид, вставляю крючок вот таким образом, кладу сразу кончик сверху, чтобы заранее спрятать его в вязание. Захватываю рабочую нить. У меня 3 петли на крючке. Снова захватываю рабочую нить и продеваю через все 3 петли сразу. И так я продолжаю вязать. Накид. И провязали. И вот обратите внимание, мы дошли до ямки, вот она. И чтобы избежать нам дырочек между столбиков, нам придется подбирать на ваш вкус, как мы и куда будем вставлять крючок. Можно даже провязать 2 столбика в одну и ту же дырочку. И самое главное, чтобы, конечно, наш край был ровный. Для этого мы будем в этих вот ямках провязывать обычный столбик с накидом, не полустолбик. Для этого я делаю накид. Вот здесь у меня уже пошло углубление, поэтому сюда, уже начиная сюда, я буду сейчас провязывать обычный столбик с накидом. То есть я сделала накид, захватила рабочую нить, и сейчас я сначала провяжу через вот эти 2 столбика ниточку, снова захвачу рабочую нить и снова провяжу через 2 петли. Далее снова я буду сейчас провязывать обычный столбик с накидом. Я сделала накид, нахожу место, ну пусть будет здесь. Захватила рабочую нить, провязала сначала через 2 петли, снова захватила рабочую нить и снова через 2 петли. И чтобы не образовалась у меня дырочка, а она здесь у меня образуется, я принимаю решение провязать точно такой же столбик сюда же. Накид. И вот таким образом. Еще раз делаю накид. И вот сюда уже я буду снова провязывать обычный столбик с накидом. И далее я уже буду провязывать полустолбики с накидом. И вот сразу я сейчас буду продевать через все 3 петли. И вот мы видим, что край у нас получился довольно ровный. Когда вы будете доходить до угла, вот сюда, нам сюда надо будет вот в эту дырочку провязать 3 полустолбика с накидом, чтобы у нас получился такой плавный уголок.
И вот я уже с этой стороны столько провязала. Вот этот край у нас еще не провязанный, и уже сильно видна разница. Я дошла до угла, и здесь сейчас я буду провязывать 3 полустолбика с накидом. Итак, мы продолжаем вязать до конца. И вот, когда мы с вами завершили вязать капюшон, мы сшили с вами вместе все квадраты, сделали ему вот эту вот обводку. Теперь нам нужно переходить к вязанию горловины, которую мы будем в итоге потом пришивать к самому капюшону. Предлагаю провязать вот такую резинку, которая будет пришиваться вот так вот снизу балаклавы. Что я делала с этой резинкой? Я набрала 30 петель плюс 1 для подъема и вязала поворотными рядами с использованием полустолбиков с накидом. Сейчас будет микро-мастер-класс, как провязывать все эти ряды, но главное, знайте важные моменты. Я набрала вот это вот количество петель, потому что мне хотелось, чтобы высота моей горловины вот была вот примерно вот такой, 17 сантиметров. Я хочу, чтобы при носке эта горловина у меня собиралась, барила и вот так вот выглядела. Если вам этого эффекта не нужно, то вы уже решайте по своему усмотрению. Вы можете ее сделать короче, меньше или наоборот еще длиннее. Далее я провязывала столько количества рядов, чтобы вот эта вот длина у меня соответствовала самому моему капюшону. Когда мы складываем пополам горловину и также складываем капюшон, вот эти вот места должны соответствовать. Но я хочу сделать вот здесь вот побольше места, чтобы мой капюшон не смотрелся на лице вот так вот уголком. Я хочу, чтобы был отступ, зазор на резинке, вот таким образом. И таким образом я провязала 64 ряда. Низ капюшона в сложенном виде у меня примерно 28 сантиметров. И сама резинка в сложенном также виде у меня где-то тоже примерно 30 сантиметров. То есть у меня есть зазор для подбородка. Теперь давайте я по-быстрому вам покажу, как вязать резинку, и переходим потом к сшиванию всех деталей. Я взяла нитку, из которой собиралась вязать низ балаклавы, взяла крючок, перекрутила, подтянула. У меня есть первая петля, вот она. И теперь мне нужно набрать 30 воздушных петель. Я добавляю еще одну воздушную петлю. Это петля подъема. И теперь напоминаю, как мы вяжем полустолбики с накидом. Делаем накид и вставляю крючок в следующую петлю. Вот у нас идет вот петля подъема, и вот следующая, она у нас вторая. У нас 3 петли на крючке, и теперь я захватываю рабочую нить и провязываю через 3 петли с крючка. И вот у нас получился первый столбик. Я для себя прикрепляю всегда маркер, чтобы я понимала, когда я вернусь сюда обратно, что мне сюда нужно будет провязать столбик, и я не потерялась, чтобы мое количество столбиков было неизменным. И продолжаю так вязать до конца ряда. Делаю накид, вставляю крючок в следующую петлю, захватываю рабочую нить. У меня получилось 3 петли на крючке. Я снова захватываю рабочую нить и провязываю через все 3 петли.
И вот когда мы с вами дошли до конца ряда, мы делаем одну воздушную петлю подъема и переходим на второй ряд, просто разворачиваем вязание. Теперь делаем накид и вставляем крючок дальше. Вот опять же во вторую петлю. Вот у нас первая петля подъема, вот она, а нам нужно вставить крючок вот сюда, но за заднюю стенку петли. Захватываем рабочую нить, снова захватываем рабочую нить и вытягиваем через 3 петли. И продолжаем так вязать до конца ряда. Далее все ряды вяжутся аналогично. После того, когда вы провязали резинку нужной вам длины, нам нужно соединить два края вместе швом, который вы уже соединяли квадраты. Поэтому вставляем сначала крючок в первую петлю, затем видим первую петлю на другой стороне, вот она, вставляем сюда крючок, захватываем рабочую нить и соединяем. Дальше вставляем крючок в следующую петлю на одной стороне, теперь в следующую петлю на этой стороне. Захватываем рабочую нить, продеваем через все петли сразу. И вот мы закончили горловину. Я предлагаю шов расположить сзади. Вот таким образом. Перед тем, как прошивать вот это место, я предлагаю прикрепить капюшон к горловине. Использовать можно маркеры или булавки. И вот я прикрепила две части маркерами, распределила, где что у нас будет находиться, чтобы это никуда не уехало. А теперь я буду пришивать две этих детали с помощью трикотажной иглы. Кончик нитки я оставила довольно длинный, примерно в 4 раза длиннее всего вот этого вот пути, который мы будем проходить иглой. И я беру иглу, вставляю иглу сначала в капюшон, вот в этот уголок, и вставляю ее так за 2 полупетли. Вытягиваю нитку. И теперь вставляю иглу в горловину. Вытягиваю нитку. И продолжаем. Теперь я вставляю иглу на стороне ворота, вот сюда. И теперь в капюшон, в следующую петлю. Вытягиваю нитку. И таким образом мы с вами продолжаем сшивать. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если мастер-класс был полезным для вас, то ставьте лайк и подписывайтесь. Мне будет очень приятно. А с меня больше интересных и полезных уроков. С вами была Александра. Пока-пока!